дорогие друзья! День добрый. Сегодня 22 градуса тепла, и это не первоапрельская шутка, дорогие мои. Уже 2 дня у нас держится вот такая теплая погода, можно сказать, слегка аномальная, но как же повезло туристам, которые в эти дни оказались в Праге. Это просто фантастика, потому что даже вечером температура не опускается. Сегодня классный день, день дурака, так называемый, да, когда можно шутить друг над другом, придумывать всякие шутки. Если, кстати, как-нибудь с кем-нибудь из своих родственников или друзей пошутили, так расскажите нам, пожалуйста, в комментариях. Мы с удовольствием почитаем, посмеемся вместе с вами. Вот, а мы сегодня как-то шутить над вами сначала подумали, пошутим, а потом решили, что как-то и зачем. Ну, знаете, типа, знаете, это наше последнее видео. К сожалению, мы не будем больше снимать. Я устал и все такое. Я устал и все такое, но мы не стали этого делать, потому что настроение хорошее, и даже так шутить не хочется. Я хочу, чтобы вы были уверены, что мы с вами будем всегда. А вот Таня сегодня пыталась все утро над нами пошутить, но мы, видимо, какие-то совсем недоверчивые, и у нее это не получилось. Первым на очереди был Леня, наш старшенький, которому Таня заклеила мышку снизу, прилепив там, знаете, такое с 1 апреля вот это вот отверстие у оптической мыши. Но Леня у нас продвинутый компьютерный пользователь, раскусил маму за секунды, да, прочитал с 1 апреля, сказал: мама, спасибо, и так далее. Надо мной Таня пошутила оригинальным образом. Она подсунула мне под стульчак унитаза, знаете, под вот такие там толстые макароны. Толстые макароны. И когда я сел на этот унитаз, раздался страшный хруст. Я думал: блин, неужели я такой толстый, что уже подо мной унитаз разваливается? Ну вот, а над младшим что ты? А младшему я привязала к стулу компьютерному клаксон. И когда он должен сесть на него, как клаксон должен был зазвенеть страшно. Но мальчик у меня не очень плотненький и, видимо, сел очень аккуратно, что звука никакого не было. В общем, как-то так. В общем, все не удалось, кроме меня. Да. Друзья мои, мы приехали в Градец Кралове. Первые упоминания об этом городе датируются X веком, еще во времена Римской империи. И в 1225 году вокруг небольшого готического града здесь возник первый город. Тогда он назывался Градец. И уже потом он получил статус королевского Градец Кралове. В XIV веке этот город был второй по значению после Праги. Этот город не миновало ни одно историческое событие, которое происходило в Чехии. И гуситские войны, и 30-летия война. Все здесь эти события проходили очень громко. Одной из главных достопримечательностей города является храм Святого Духа, который расположен в средневековом центре города. И практически каждый дом на этой площади отмечен какой-нибудь памятной табличкой, что здесь был какой-то знаменитый человек. История застройки Градца Кралове достаточно коротка. В 1884 году были снесены оборонительные бастионы, которые в течение нескольких веков мешали росту города. Улицы закладывались кольцом, и вскоре старый город превратился в великолепный парк. Рассказывать об этом городе можно бесконечно, и я не хочу быть таким настырным экскурсоводом и вас впихивать эту всю информацию, поэтому лучше приезжайте сюда сами, узнаете много-много всего интересного.
В этом чудном городе мы были много раз. И каждый раз, когда мы сюда приезжаем, для себя находим что-то новое, что-то красивое, которое еще раньше не видели. И думаешь, а я здесь вообще был? Да. Новые дома какие-то. Или здесь что-то меняется постоянно. Проходят какие-то, может, реконструкции. Красивейший город. Рекомендую. Рекомендуем вам. Рекомендуем. Здесь происходит слияние рек Лабы, Эльбы и Орлицы. Река Лабе пересекает весь город, отделяя старый город от районов новой застройки. Слушайте, такая теплынь, иду в куртке, парюсь. Снять не могу, потому что неохота ее нести на руке. Но теплынь. 24, да? Где-то 24 сегодня градуса. Но я думаю, что даже все побольше будет. А это старинная словацкая церковь святого Николая Чудотворца. Ее сюда привезли в 1934 году из Словакии, потому что ей там грозило уничтожение. Впоследствии она стала посвящаться также чехословацким солдатам, погибшим в России в период Первой мировой и гражданской войны. Ух ты! Что там такое? Я первый добежал. Казалось бы, уставшие мы уже должны возвращаться домой. И как бы ноги сами нас ведут туда. Но вспомнили мы с Таней, что здесь есть еще одно очень удивительное место, которое мы должны вам обязательно показать. И мы сейчас туда направляемся. Благо оно, в принципе, ну так, с легкими отклонениями по пути. Недалеко от Градца Кралова, по направлению на город Пардубице, находится град Кунетицкая гора. Это средневековый чешский замок, основанный в XIV веке. Пойдем мы сейчас долго и мучительно вон туда. Вообще-то здесь ездит поезд, но сегодня его нет. Это, наверное, шутка первоапрельская. Это первоапрельская шутка, поезд отменили. Такой, знаете, вагончики маленькие, туристические. Но, слушайте, что мы на все готовы для вас. Будем опять взбираться в гору.
Ага. По дороге на замок стоит вот такой большой камень, и на нем удивительная надпись, которая я не знаю, кому, к сожалению, принадлежит, но перевести ее можно приблизительно так. Со дня рождения до смерти растем, помните, что в этой жизни вы только гость. Все, что останется после вашей жадности, достанется только недостойным людям. Я так предполагаю, что речь о том, что все, что вы будете жадничать, вот так копить до самой смерти, то после вашей смерти это просто разберут жадные люди. А гораздо лучше отдать это при жизни тому, кому вы хотите. Замок находится на скале, на которую не так тяжело подняться. Но оттуда открывается потрясающий вид на окрестности. Опять нам не повезло, в 4 часа вечера все закрыто, поэтому внутри мы вам опять ничего, к сожалению, показать не сможем. Но сегодня, 1 апреля, официально открылись все замки. Да, так что welcome. Welcome. Поражает вот в таких местах, да, что здесь одни чехи в основном, никаких иностранцев, туристов вообще и нет. И русские ненормальные. Да, и одной пары русских ненормально. День близится к концу, провели мы его, можно сказать, весело. Так что всего хорошего, дорогие. Пока-пока, до завтра.